Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала Дело Мастера Боится. Сегодня я хочу рассказать вам о сборке и начале эксплуатации мотокультиватора Leomac. Марка его MH197RK. Вот такая комплектация. Посмотрим, как его собирать. Этот культиватор поставляется в разобранном виде в большой картонной коробке. Картонная коробка усилена металлическими профилями, качественными, не деревянными, легкими. В коробке уложен основной блок мотокультиватора в незаправленном виде. Здесь видны надписи, какое масло заливается сюда. И вся комплектация. Транспортировочное колесо и ножи культиватора. Также прилагается инструкция по эксплуатации мотокультиватора в целом и мотора отдельно. Начнем сборку. В комплектацию культиватора идут фрезы в количестве 2 штук, дышло, регулируемое крепление дышла и транспортировочное колесо. Также есть усилитель, который устанавливается для защиты крыльев культиватора. Приступим к сборке. Вначале нужно установить фрезы на культиватор. Для этого существуют специальные пальцы с зажимным механизмом. И на культиваторе шестигранная ось, которая одевается в шестигранный паз фрезы. Ставя фрезу, необходимо расстегнуть фиксатор и установить его по ходу движения, чтобы он не расстегивался. Вот оно в защелкнутом состоянии. Значит, нам нужно установить так, чтобы он крутился вот так. Необходимо устанавливать режущей частью вперед. Иначе культиватор не будет нормально культивировать огород. Вот правый. Устанавливаем фрезу правую. Вставляем палец в отверстие на штоке и фиксируем его в разъеме. Вот он зафиксирован. Таким же образом устанавливаем вторую фрезу. И фиксируем пальцем зажимом. Вращаться будет у нас сюда. Устанавливаем его в это положение сверху.
зафиксировано. Вот так выглядят установленные фрезы на культиваторе. Теперь необходимо установить дышло сзади. Для установки дышла на культиватор есть специальное крепление, которое необходимо с помощью фиксаторного пальца установить на культиватор. Устанавливается он любой стороной, оно одинаково полностью. Устанавливаем и пальцем фиксируем на корпусе. Таким образом. Вот крепление стоит. Затем необходимо достать палец фиксации дышла и вставить в этом положении на регулируемую высоту, какая нам необходима для фиксации. Также этот палец фиксируем скобой зажимной. Мы видим, что дышло установлено. Для того, чтобы дышло не гуляло в своем пазу, применяется еще дополнительный болт, которым проводится окончательная затяжка дышла в пазу рамы. Дотягиваем головкой на 10. Теперь необходимо установить рычаг переключения скоростей на свое место. Для этого одевается он в свое положение и ключиком на 10 затягивается рычаг на своем месте. Немножко туговато идет. Так, здесь специальная гайка с антивыкручивателем. Надеваем и затягиваем. Болт и гайку необходимо хорошо затянуть, чтобы рычаг не болтался на оси. Рычаг установлен. Теперь следующий шаг — это установка транспортировочного колеса. Следующим этапом будет установка транспортировочного колеса на свое место. Для этого используется специальный болт с шайбой и сплинт. Значит, необходимо закрутить болт с гайкой в первую очередь. Здесь есть ось, на которую необходимо ставить болт, потом шайбу и затянуть гайкой. Размер головки здесь нестандартный, на 16, поэтому воспользуемся разводным ключом. Для фиксации болта. Все, у нас теперь свободно двигается колесо без люфта. Теперь необходимо установить специальный шплинт для расшплинтовки колеса на свое место.
Здесь необходимо оставить небольшой люфт, чтобы колесо свободно вращалось по своей оси. Проводим расплинтовку с помощью отвертки нашего шплинта. Теперь уже у нас не выкрутится никуда. Все, теперь необходимо регулировочным пальцем выставить или транспортировочное положение, или положение для перевозки культиватора. Установим его пока в положение для перевозки, так как будем вести еще его на точку. Теперь необходимо отрегулировать рукоятку, за которой мы будем двигать культиватор, в 3 положения. Здесь есть 3 отверстия для регулировки высоты в зависимости от роста рабочего. Здесь нужен специальный рычаг с гайкой фиксаторной. Вставляется, пока мы ведем, ставим среднее положение для регулировки. И здесь этим разъемом необходимо попасть в фиксаторное отверстие, чтобы гайка не проворачивалась. Затягивается от руки рычагом. Вот он установлен в рабочем положении. Итак, культиватор собран. Теперь необходимо провести заправку его трансмиссионным и моторным маслом. И после этого можно начать обкатку. Здесь есть 2 горловины для заливки. Одна моторного масла, картер двигателя, и для заливки трансмиссионного масла. На культиваторе есть горловина для заливки трансмиссионного масла. Заливается масло САЯ 15В40. И для заливки второе отверстие моторного масла 10В40, которое применяется для 4-тактных двигателей. Может 10В30, в зависимости от температуры работы культиватора. У нас будет 10В40. Начнем заливку. Сначала буду заливать трансмиссионное масло. Откручиваем пробку. Здесь щупа нет, но по надписи написано, что нужно заливать 0,95 литра. Я буду использовать масло ТАТ-17, такую лейку специальную для заливки, так как это немножко неудобно сюда заливать. И приступим к заливке. Можно немножечко наклонить культиватор для лучшего налива. Для обеспечения жесткости защитных крыльев применяется такая рейка, которая закрепляется с помощью 4 отверстий и болтов на крыльях. Для этого используется болт и гайка, которая служит для фиксации. Рейки. Затягиваем ключом. С небольшим усилием. Все, теперь
крылья стали более жесткие. Можно присыпать из заливки масла в редуктор. Перед заливкой масла в редуктор необходимо правую сторону культиватора поднять. Я подложил для этого 2 кирпича. Это нужно для того, чтобы масло не проливалось при заправке. Мы знаем заведомо, что здесь вмещается 0,95 литра. У нас есть литровая баклажка. Она должна войти сюда почти целиком. Берем леечку без сеточки и начинаем заливать трансмиссионное масло. Я использую ТАТ-17, так как на некоторых сайтах именно это масло рекомендуется как трансмиссионное. Наливать нужно не спеша, чтобы успел выйти воздух. Каплю масла необходимо потом убрать с помощью чистой тряпочки. Трансмиссионное масло залито. Пролившееся масло нужно вытереть тряпочкой, чтобы меньше клеилось пыли. И закручиваем заливное отверстие пробкой. Трансмиссия заправлена. Теперь необходимо заправить картер двигателя. Откручиваем маслозаливную горловину и наливаем в нее масло. Масло я применяю 10В40 торговой марки Hado. Мне оно нравится, я использую его в машине, поэтому заливать нужно по паспорту 600 грамм. Но у меня точной мерки нету, поэтому будем заливать на глаз и мерять щупом. Главное не залить больше. После залива масла нужно взять щуп, протереть тряпочкой, не закручивая его, ставить в отверстие. Нужно еще доливать. Еще нужно. Делаем небольшими порциями, чтобы лишнее масло не пролить на землю. И успел выйти в воздух. Щуп еще пустой. Нальем еще капельку.
Вот на щупе показалось масло, пол щупа. Значит, все готово и масла достаточно. Закручиваем маслозаливное отверстие и приступим к заправке аппарата бензина. Теперь необходимо провести заправку бака топливом. Бензин применяется 92-й, неэтилированный. Допускается применение спиртосодержащего бензина с процентным соотношением 10 до 10% этилового спирта. Потираем бак, чтобы не было лишней пыли. Откручиваем крышку на полоборота, она снимается. Здесь есть сеточка, которая предотвращает попадение мусора в систему питания двигателя. Я еще применяю лейку с дополнительным фильтром для лучшего фильтрации бензина. В бак вмещается 3 литра топлива, поэтому заправим его до полного. Теперь снимаем защитную упаковку с пресс культиватора. Их можно оставить для дальнейшей транспортировки культиватора, чтобы они не повреждались. Вот наш культиватор заправлен. Теперь необходимо его завести и дать ему поработать в течение 15 минут на холостых оборотах. Потом в течение 45 минут можно на малом ходу его погонять по огороду или по двору на маленьких оборотах, чтобы оно хорошо все притерлось. После этого в течение 9 часов, 10, необходимо пользоваться культиватором, как обычно, но газ давать только на 2/3 полной мощности. После этого срока меняется масло, трансмиссионное и моторное, и производится дальше работа на полную мощность культиватора. Для запуска культиватора необходимо открыть топливный кран в правую сторону и закрыть воздушную заслонку влево. После того, как заведется культиватор, необходимо вернуть ее в то положение, в котором она была, в открытом положении. Здесь на рукоятке есть переключатель работы on-off. Зажигание включаем на on и, потянув за ручку стартера, попробуем завести культиватор. Культиватор завелся. Дадим ему поработать 15 минут без перегрева. После этого будем гонять по огороду. Для успешной работы культиватора также необходимо заправить маслом воздушный фильтр, который фильтрует воздух от частичек пыли и прочего мусора. Здесь есть отметочка на корпусе фильтра. Необходимо залить в него это же моторное масло, которое мы применяли для двигателя, до этой отметки. Здесь вмещается 60 миллиграмм. После этого необходимо взять фильтрующий элемент и также его смочить маслом в небольшом количестве до полной пропитки. Нужно равномерно пропитаться маслом.
излишки нужно отжать. После этого возвращаем поролоновый фильтр на прежнее место, в свою ячейку, и устанавливаем все в обратном порядке. Не забывайте это сделать, так как работа на земле сопровождается выделением большого количества пыли, абразивных веществ, которые в дальнейшем могут нарушить работу двигателя. Вы посмотрели видео о том, как необходимо вводить в эксплуатацию мотокультиватор Aleo Mac 197RH, производство Италия. Думаю, что вам будет интересно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы еще в следующей серии опробуем этот аппарат на огороде, как он будет пахать. Всем пока. Буду рад быть с вами. Пока.